mi gatito, el día perdoado por comeloncito, ahora está llorando. Pobre mi gatito, el día perdoado por comeloncito, ahora está llorando. Ay, mi gatito, miau, miau. 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 Всем охуё мои бравлеры и бравлерши, не обращайте внимания на мой костюм, меня заставили, но это не важно. В этом видео я сделаю краткий обзор на Бравл Толк. Я попытаюсь рассказать новости крайне кратко, поэтому мы уже начнем. Ну а начнем с того, что если судить историю Баффи, которая рассчитана на будущее, то разработчики, к сожалению, не добавили Баффи в аркадное трио. Также разработчики, кроме того, как заполнить все трио, они хотят еще добавить 5 новых заполненных трио. Для окружения музыкальный город, ловушка времени, жуткая деревня, кошмарное поместье и страна игрушек. А если говорить про коллаборацию, то ее опять никто не ожидал и не смог предугадать. Коллаборация на этот раз с каким-то аниме «Геройская академия», но эта коллаборация мне понравилась только из-за танца и скина на Спайка. И вообще эту коллаборацию хотели отменить, но получилось только сократить, поскольку у разработчиков сотрудники из Китая, а в Китае моя Геройская академия запрещена, но на это влияет еще очень много факторов. Также разработчики сделали изменение баланса, которое я назову просто странным, поскольку далеко не все бравлеры заслужили изменения вроде Грома, которого называют самым слабым метателем, хотя я за него всех выношу, и Гром мой самый любимый метатель. Также давайте поговорим о новом бойце Старнова. Ну это просто новый баслайтер. У Старнова есть свои режимы дальнего и ближнего боя, и есть вампиризм, и она такая же тянка, как и я. Дэмиан – мифический танк, который похож на Кратоса. Его атака состоит из 3 ударов. Третий – взрывной пинок, он отбрасывает врагов и поджигает их. Через время огонь взрывается и распространяется на ближайших противников. Болт – эпический танк, появится в июне. Его фишка – атака катится в противников, нанося урон. Чем быстрее движется, тем эффективнее урон. Другие важные изменения. Обновленный магазин, полностью переработан интерфейс, стало проще искать предложения и ориентироваться в разделах, что активирует новый способ получать скины за блинги. Персональные предложения обновляются каждый день. Изменение редкости скинов. Разработчики скорректировали систему редкости для некоторых скинов. А если говорить о новых Баффи и о игровых режимах, то появились Баффи в трио в сувенирный магазин, а Баффи в трио аркада я так понял, что отменили. Также если говорить о коллаборации Adidas, то в игре появится тематический контент от известного бренда, а то есть всякие скины. Также до меня дошли слухи, что разработчики постараются в будущем делать обновления каждый месяц, то есть в 2 раза быстрее, и если это одно повлияет на качество, то это будет очень круто. Также добавили гиперзаряд на Наджио. Разработчики нам обещали добавлять гиперзаряды сразу после того, как выйдет Бравлер, хотя вышел гиперзаряд только на Дэмиана, и это повторяется уже несколько раз. Разработчики также хотят, чтобы в игре было 135 бравлеров и добавить каждому из них Баффи, что увидим мы примерно через 5 долбанных лет, а может и больше. Также появился режим Супер Меч. Это почти то же самое, что и Brawl Ball, но теперь на ворота становится робот, и ваш меч летит с большой скоростью. Самого робота нельзя убить атаками, а только оглушить. И самое главное, что нам добавили, это способность кинуть жалобы на рандома. Если жалоб будет очень много, то рандом сможет играть только в одиночное столкновение. Это настоящий способ избавиться от ненавистных Эдгаров, которые в каждом режиме и карте. Ну а я свое видео заканчиваю. Надеюсь, вы еще сможете встретить меня в таком наряде. Боже, помилуй Ты нас, Господи, святые ангелы,